Однажды, темной ночью, прямо посреди Атлантики, на борту американского стратегического бомбардировщика Б-47 началось то, чему не учат на учениях. Все было стандартно. Экипаж патрулировал воздушное пространство, самолет был вооружен реальными термоядерными бомбами, а приказ возвращаться еще не поступал. Рядом по курсу шел дозаправщик. В этот момент никто из команды даже не догадывался, что через несколько минут мир окажется в нескольких секундах от исчезновения. Рано утром американский военный радар неожиданно зафиксировал сигнал, который по всем признакам соответствовал старту межконтинентальной баллистической ракеты. Согласно протоколу Холодной войны, экипаж бомбардировщика должен был перейти в режим полной готовности. На их панели управления замигала красная кнопка, означающая приказ немедленно уходить на боевой курс. В этот момент на борту самолета началась суматоха. Командир экипажа отдает команду экипажу занимать боевые посты, проверять коды запуска и готовиться к сбросу оружия. Им достаточно было 2 коротких команд и поворота ключа, чтобы сбросить бомбу мощностью более 1 000 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Пока самолет менял курс, времени оставалось катастрофически мало. За оглушающим сигналом тревоги стоял компьютер, который в считанные секунды делал вывод «угроза реальна». Американская система раннего предупреждения не только активировала боеготовность бомбардировщика, но и передала сигнал на наземные командные пункты, где дежурные офицеры, не раздумывая, готовились подтвердить решение о нанесении ядерного удара. Все это происходило на высоте 25 000 футов, в полной темноте над холодной водной гладью Атлантики. В эти мгновения по другую сторону океана советские радары также фиксировали турбулентность в эфире. Там уже готовились перейти на боевые рельсы, как только поступит сигнал о запуске. В этот момент судьба планеты зависела от цепочки устройств и людей, которые видели лишь экраны с точками и сигналами тревоги. Но в разгар напряжения на одном из наземных пунктов управления авиацией заметили нестыковку в данных радара. Один из операторов, срочно перепроверив координаты, заметил, что сигнал, принятый за старт ракеты, оказался ошибкой в программном обеспечении. Оповещенный офицер по командному пункту немедленно связался с экипажем Б-47 и отменил выполнение приказа сброса. Пока по цепочке шли команды отмены удара, бомбардировщик уже вышел на боевой курс. Оставалось буквально несколько секунд до окончательного решения. Любая заминка, и мир бы навсегда запомнил ночь, когда над Атлантикой вспыхнуло солнце в 1 000 000 раз ярче обычного. Экипажу поступила команда прекратить подготовку к боевому развороту и вернуться на исходный курс. Они даже не сразу поверили своим ушам, настолько все выглядело серьезно и безвозвратно. Официальный отчет по этим событиям был засекречен, а подробности происшествия стали известны только спустя десятки лет. Никто из простых жителей Америки и Европы даже не подозревал, что в ту ночь миллионы жизней висели на волоске из-за одной ошибки в программном обеспечении радара и своевременного вмешательства оператора, который предпочел перепроверить данные. Но именно такие малозаметные, почти безымянные герои и случайные коды иногда становятся тем, что отделяет человечество от апокалипсиса. А между тем, еще одна случайность на тысячах миль севернее уже начинала готовить совсем другое испытание для планеты. В январе 1995 года, когда эпоха Холодной войны уже, казалось бы, ушла в прошлое, норвежские ученые готовились к запуску исследовательской ракеты Black Brant 12. Целью было изучение северного сияния, задача мирная, научная, но вот скоординироваться с военными мира они забыли. Запуск состоялся ранним утром с полигона на севере Норвегии, и ракета, достигнув высоты почти 1000 миль, плавно двигалась на восток. Рядом, в глубинах российского командного бункера, дежурные офицеры вдруг заметили тревожный сигнал на экранах слежения. Контур ракеты и высота — все совпадало с параметрами запуска американской баллистической ракеты типа «Тридент», способной нести ядерную боеголовку. До этого момента никто не замечал ничего необычного. Российская система предупреждения о ракетном нападении перевела команду на высший уровень тревоги. Офицеры знали, траектория ракеты указывала на возможность удара по Москве. Согласно инструкции, оставалось около 10 минут, чтобы принять решение. Наступил момент, когда обычный рабочий день мог обернуться концом всего знакомого мира. На столе у президента России Бориса Ельцина появился чемодан с системой ядерного управления, так называемый ядерный чемоданчик. Первый и единственный раз в истории этот чемодан был активирован. Министры обороны и высшие офицеры ракетных войск уже приводили войска в полную боевую готовность. Подводные лодки и шахты межконтинентальных ракет ждали только одного приказа — пуск.
Пока ракету отслеживали по всему небу, в московском центре слежения начался срочный созвон со всеми возможными военными подразделениями. Никто не понимал, одна единственная ракета, очень высокая траектория, все максимально похоже на попытку вывести из строя российское командование точечным ядерным ударом. Такие маневры обсуждались на учениях, но в реальности никто не был готов к тому, что нужно принимать решения за считанные минуты. Любая заминка, и Россия могла бы выпустить в ответ целый залп ядерных ракет. Однако где-то на другом конце провода зазвонил телефон. Это был звонок из Норвежского института. Ученые, вспомнившие о международных соглашениях, в последний момент отправили уведомление о запуске. Факс с сообщением о научной миссии затерялся где-то в недрах бюрократической машины и не дошел до нужных военных. Но звонок, хоть и опоздав, все-таки прозвучал вовремя. Офицер срочно проверил данные. Никакой угрозы, ракета научная, боеголовок нет. Через считанные минуты уровни тревоги начали снижать. Ядерный чемоданчик убрали обратно в сейф, а на постах ракетных комплексов отменили тревогу. Никто из жителей России, Европы и Америки даже не подозревал, что всего пару минут назад мир балансировал на грани тотальной ядерной войны из-за научного эксперимента и утерянного факса. Все, что разделяло человечество от катастрофы, один вовремя поднятый телефон и мгновенное принятие решения оператором-диспетчером. Только спустя месяцы детали этого события стали частью закрытых докладов. Запуск ракеты Black Brant 12 вошел в историю как самый опасный случай ложной тревоги после распада Советского Союза. Научный отчет завершился, а опасность миновала, но никто не мог обещать, что подобные ошибки не повторятся снова, ведь где-то, прямо за горизонтом, уже начинался совсем другой день, наполненный новыми угрозами для всей планеты. В последние часы октября 1983 года, когда за окнами советских командных центров только-только стихал уличный гул и повсюду еще украшали витрины к Хэллоуину, в таинственном полумраке бункеров началась самая необычная тревога за все время существования системы раннего предупреждения. В ту ночь офицер по имени Станислав Петров заступил на смену в центр Серпухов-15, отвечающий за слежение за воздушным пространством СССР. Импозантные ряды экранов, неоновый свет, орды операторов — все было на своих местах, работа текла без суеты, пока вдруг на главной панели не вспыхнул красный сигнал: обнаружен запуск ядерной ракеты из США. Первый отчет системы предупреждения был однозначным. Одна ракета стартовала с территории США и уже находится на траектории, ведущей прямо к границам Советского Союза. По регламенту, если подтверждается атака, неважно сколько ракет, процедура отдачи приказа о ядерном ответе запускается немедленно. Петров и его команда смотрят на экраны. Графики, цифровые коды, времени на обсуждение нет. В считанные секунды компьютер подтверждает: обнаружена еще одна, затем еще и еще две, всего 5 пусков подряд, что в теории полностью соответствует первому залпу из американских шахт в рамках массированной атаки. Это не учение, не проверка, все по-настоящему, и любая ошибка или задержка могли стоить жизни миллионам людей. В коридоре уже снуют офицеры связи, кто-то вызывает по телефону вышестоящие инстанции. Рядом действует автоматизированный центр принятия решений. Он готов передать сигнал на запуск ракет с советских шахт и подводных лодок. Главная аномалия — такой малый залп для реального нападения. Реальные стратеги рассчитывали бы как минимум на сотни боеголовок. Но рабочие инструкции не давали права на сомнения. Нужно доложить командованию наверх. Обнаружен сигнал о стратегическом нападении. Миграция данных между экранами, на столах офицеров загораются желтые лампочки. Присутствие высших военных, готовых подтвердить пуск, уже чувствуется буквально за спиной. Звенящая тишина прервана механическим голосом автоматики, ожидание подтверждения. В этот момент Станислав Петров решает не доверять полностью автоматике. В отличие от бездушной машины, он вспоминает, что спутники иногда могут ошибаться при обработке отраженного солнечного света. Шанс на ошибку низок, но на карту поставлено все. Он дает команду оператору проверить по дублирующему каналу. Пока секунды утекают, по номеру горячей линии связывается с генеральным штабом. Звучит доклад. Обнаружено 5 запусков, предположительно Соединенные Штаты. Дежурный генерал требует подтверждения. Петров, игнорируя жесткую инструкцию, отвечает: «Ложная тревога. Система дала сбой. Телефоны в коридорах раскаляются от звонков, в соседних залах уже готовят шифровки для запусков». Но Петров стоит на своем, нет сопровождения от наземных радаров, ни одна ракета не появляется на локаторах ближе к Советскому Союзу.
Минуты тянутся бесконечно. За стенами центра кто-то уже пишет приказ о приведении в полную готовность всех частей, но время идет, на внешних экранах не появляется ни одной отметки об атаке. Через несколько минут напряжение спадает. Уточняющая проверка показывает, на самом деле никакие ракеты не запускались. Система спутникового предупреждения спутала отражение солнечных лучей от облаков с реальным стартом. Красный сигнал на панели гаснет, в зале слышно только шум кондиционеров и шорох ручек по бумагам. Этой ночью миллионы людей продолжали спать, не подозревая, что судьба мира зависела от одного человека, который рискнул перечеркнуть опасную инструкцию ради перепроверки. В отчетах этот инцидент долгое время числился под грифом «совершенно секретно». О нем не рассказывали даже в служебных мемуарах высших офицеров. Только спустя много лет детали всплыли в интервью и исследованиях, ошарашив всю планету. Мир оказался в 2 кликах мышкой от тотальной катастрофы из-за иллюзии на экране и осеннего солнца, отраженного от облаков над Центральной Америкой. А уже совсем скоро, стоило утихнуть одной тревоге, как на горизонте вспыхнуло новое имя, заставившее встрепенуться даже самых прагматичных ученых и политиков. Вечерний выпуск новостей в апреле 2004 года начинался как обычно. Бодрый ведущий, заголовки про политику, экономику и спорт. Но вдруг в середине передачи на экране замелькала экстренная лента. НАСА официально подтверждает, к Земле стремительно приближается астероид с необычно зловещим именем Апофис. Черный экран, короткий ролик. В космосе на фоне звезд по широкой дуге несется глыба размером с 20 футбольных полей. По всем расчетам, через 25 лет, в апреле 2029-го, он может пересечь орбиту нашей планеты на расстоянии, по земным меркам буквально в 20 тысяч миль, ближе, чем геостационарные спутники. Эксперты НАСА, Европейское космическое агентство, российские и японские ученые все в один голос говорят: вероятность столкновения максимальна, ошибки практически нет. В научных лабораториях и военных учреждениях планеты начинается паника. Апофис, официально именуемый 2004 МН-4, сразу получает репутацию самого опасного космического объекта за всю историю наблюдений. В телестудиях транслируют компьютерные симуляции. Удар подобной массы развивает мощность в сотни мегатонн, превышает взрыв всех ядерных бомб, когда-либо созданных человечеством. Облако пыли и обломков способно затмить Солнце на месяцы, вызвать ядерную зиму и уничтожить половину всего живого на планете. Ученые без перестану анализируют новые данные. Каждый день поступают снимки с телескопов из Аризоны и Австралии. В крупнейших обсерваториях, таких как Аресибо и Голдстоун, ночами не гасят свет, компьютеры просчитывают варианты, а журналисты жаждут сенсаций. Газеты публикуют карты. Возможная точка падения где-то над Тихим океаном, но траектория нестабильная, и любое гравитационное влияние может изменить ее в любой момент. Астероид летит со скоростью почти 90 тысяч миль в час, и шансы на столкновение приближаются к статистике 1 к 3. Правительства обсуждают экстренные планы. В Белом доме закрытое совещание. Секретари обороны и главы космических агентств обсуждают эвакуацию городов побережья, размещение радаров раннего предупреждения, подготовку систем гражданской обороны. Россия и Китай повышают уровень наблюдения на своих военных спутниках. Военные эксперты не исключают возможность запуска ядерных боеголовок для разрушения астероида еще на подлете, но никто точно не знает, хватит ли мощности, чтобы раздробить его, а не превратить во множество смертоносных осколков. Биржи лихорадят. Американский доллар и фунт стерлингов падают, золото и нефть взлетают в цене. Страховые компании отказываются страховать крупные города. Граждане по всему миру атакуют магазины, раскупают воду, консервы, фонарики и генераторы. На аукционах появляются объявления о бункерах времен Холодной войны и частных подземных убежищах. В попытке успокоить население НАСА устраивает открытые конференции. Руководитель отдела планетарной обороны публично заявляет: шанс столкновения снижается, но до конца нельзя быть уверенным. Через несколько месяцев астрономы публикуют новую поправку. После уточнения курса и перерасчета массы, вероятность удара падает, но катастрофа все равно является самой реальной за всю историю автоматизированных наблюдений астероидов. В университете Харварда команда молодых астрофизиков предлагает эксперимент.
наблюдать за эффектом притяжения Земли в следующем подходе объекта, чтобы вычислить, изменится ли траектория из-за гравитационного ключа и не станет ли апофиз угрозой во время следующего сближения, через 7 лет после первой встречи. Внешняя жизнь возвращается в привычное русло, вечерние новости снова говорят о выборах и погоде. Но многие службы продолжают работать круглосуточно. В НОРАД формируют специальные подразделения быстрого реагирования, а в секретных лабораториях Сандии строят компьютеры, просчитывающие каждую секунду будущего прохождения астероида. И вот наступает кульминация. Международные обсерватории передают. Апофиз прошел максимально близко, но все-таки миновал Землю на безопасном расстоянии. По расчетам, траектория теперь уходит в сторону, хотя гипотетическая опасность повторного сближения сохраняется. Уровень тревоги снижается, но инцидент с апофисом надолго входит в учебники по планетарной обороне, а в аналитических докладах его называют «тенью смерти», которая всего на одно гравитационное касание могла превратить вечерние новости в последний выпуск для всего человечества. Когда специалисты только закрывают лишние вкладки своих мощных радарных терминалов, на другом конце планеты уже начинается совсем другая история. Там, где границу между жизнью и ужасом способен стереть всего один крошечный вирус. В самом центре запретного института вирусологии в Новосибирске, среди стальных ворот, герметичных шлюзов и сенсоров движения, долгие годы хранилось то, что в научном мире называли оружием судного дня. Тут лабораторные холодильники были забиты образцами вируса натуральной оспы, чумы, контагиозных штаммов Эбола и штаммом настоящего советского варианта Марбурга. Защитные костюмы уровня 4 излучали призрачный свет под люминесцентными лампами, а за каждым движением лаборантов с экрана наблюдали офицеры ФСБ. Но никто не ожидал, что однажды мир окажется лишь в одном шаге от катастрофы, из-за незначительной ошибки при транспортировке. В холодный февральский день 1978 года в британском Бирмингеме произошла вспышка оспы, которая по официальной версии не могла случиться. В стране болезнь была давно побеждена. Но врачи скорой помощи столкнулись с пациентом, у которого поднялась температура и появились сыпь, лихорадка, классические признаки одного из самых смертоносных вирусов, известных человеку. Пациентка работала в лаборатории, изучавшей вирусы, и там, как позже выяснилось, правила хранения были нарушены. Вентиляционный отсек не герметизировали после ремонта, а фильтр оставили без плановой проверки. Всего пара часов, и микроскопические частицы вируса смогли попасть за пределы стерильной зоны лаборатории и проникли в соседний офис. Несколько сотрудников и членов семей оказались инфицированы, началась экстренная изоляция здания. В считанные минуты на место приехала команда военных токсикологов, оцепивших весь квартал. Городские власти в срочном порядке наложили карантин на район, а журналистам выдали официальное заявление. Проводится рутинная санитарная обработка. Пока врачи боролись за жизнь заразившихся, эпидемиологи пытались отследить все возможные цепочки распространения. Паника грозила вырваться наружу, ведь если вирус проник бы за пределы лаборатории еще на несколько часов раньше, Бирмингем мог стать эпицентром глобальной вспышки натуральной оспы, а затем эпидемия могла бы поразить Лондон, Манчестер, выйти за границы Великобритании. В те дни самолеты бесперебойно вылетали в Нью-Йорк, Торонто, Париж, всего один бессимптомный переносчик на борту, и вся планета снова оказалась бы беззащитна, как в старые времена. В архивных докладах сохранились тревожные звуки, сирены, переговоры спецслужб, переклички медиков и биологов. За каждым шагом сотрудников лаборатории следовали вооруженные солдаты и инспекторы из ВОЗ. В течение последующих дней были проведены тысячи исследований, массовая вакцинация, жители окрестных районов получили прививки прямо на улицах. Летальные исходы удалось остановить, но сам факт того, что вирус, уничтоженный десятилетиями ранее, снова шагнул за пределы секретного объекта, шокировал не только ученых, но и политиков всего мира. Менее чем через 10 лет в одной из советских лабораторий Ленинграда трагедия повторилась с пугающей точностью. Сотрудница института, проводившая чистку инкубаторов, случайно надорвала упаковку со штаммом смертельно опасного вируса. Герметичное окно оказалось поврежденным, и вирус буквально за секунды попал в дыхательные пути лаборантки. Первые симптомы возникли уже через пару дней: температура, головная боль, сыпь по всему телу. Руководство лаборатории моментально изолировало объект, начали вакцинацию всего персонала и их семей. Министр здравоохранения отдал приказ: полная секретность, любыми способами не допустить утечки в город.
В тот момент десятки сотрудников уже покинули здание, и риски распространения достигали критической отметки. В этот раз не сработали системы оповещения. В течение недели более 20 человек оказались под наблюдением эпидемиологов. 2 пациентки скончались, но вспышку удалось локализовать. Советской прессе приказали не раскрывать детали ЧП, а в международных бюро ВОЗ появилось тревожное сообщение о неуказанной вспышке неизвестной болезни в Ленинграде. Самыми опасными оказались не сами вирусы, а человеческий фактор, случайный порез упаковки, забытый клапан, недостающий винтик в гермодвери. Каждый раз планета балансировала на грани эпидемии, сравнимой с самыми страшными пандемиями Средневековья. Официальные лица позже признавались, контролировать движение вирусов внутри лабораторий оказалось сложнее, чем защитить целый город от ядерного удара. В секретных штабах ВОЗ и Центра контроля заболеваний США пересматривали все протоколы хранения, доступа и транспортировки опасных агентов. Отмечалось, что именно сочетание человеческого мужества, быстрой реакции врачей и немалой доли везения позволили в буквальном смысле выиграть у вируса несколько критических часов. Пока внимание медицинской общественности было приковано к микроскопам и респираторам, в дальнем углу центральной базы НОРАД замирали экраны еще одного центра, где угроза стремительно принимала цифровую форму, и в этот раз всего один ложный сигнал мог обернуться вторжением, которого опасались больше всего. В далеком декабре 1979 года, когда мир только начинал привыкать к компьютерной эре, громадное здание на склоне гор Колорадо-Спрингс служило сердцем оборонного командования Соединенных Штатов. Это был НОРАД, Североамериканское командование воздушно-космической обороны, где круглосуточно дежурили сотни специалистов, наблюдая за каждым движением на экранах, напоминающих сцены из фантастических фильмов. В тот день все казалось обычным. Смена перешла в ночной режим, операторы монтировали новые магнитные карты, системные инженеры обновляли программу быстрого реагирования, а офицеры боевого поста заваривали крепкий кофе. Внезапно, буквально ниоткуда, на командном мостике поднялась тревога. На дисплеях, подключенных к системе раннего предупреждения, один за другим начали вспыхивать сигналы: зафиксировано массовое ракетное нападение. Согласно данным, сразу 220 межконтинентальных ракет стартовали с территории СССР и двигаются в сторону Северной Америки. Система автоматического оповещения, до этого молчавшая долгие недели, выдала четкий алгоритм угрозы. Уровень DEFCON 2, готовность к полномасштабному ответу. Телефоны в штабе раскалились, офицеры потянулись к своим сейфам с конвертами-кодами, а дежурный генерал вызвал на прямую связь Пентагон и Белый дом. Первый же анализ данных вызвал у специалистов шок. Все протоколы совпадали, система не врала, сотни ракет, скорость, траектории, точки пуска. Время на проверку минимально. По регламенту, после подтверждения нападения у президента остается всего 12 минут, чтобы отдать приказ на ответный удар. В эти мгновения подземные шахты ракет «Миньютмен» по всей территории Среднего Запада приводятся в боевую готовность. Экипажи стратегических бомбардировщиков врываются на летное поле, а на секретных базах в Аляске разворачивают мобильные командные пункты. В эти минуты Пентагон связывается напрямую с британским штабом, предупреждает Канаду и высылает классифицированные сводки союзникам НАТО. Агенты ЦРУ в Москве получают команду выйти на связь, выяснить, не началась ли в столице СССР экстренная мобилизация. Но странное молчание на других линиях и отсутствие каких-либо сообщений о пусках с советской стороны разрушает картину. Если началась война, почему не фиксируются другие признаки атаки? На одном из вспомогательных экранов техник-норвежец замечает необычный лаг во времени появления сигнала. Он срочно идет на технический этаж серверной, где перезапускает старую деку магнитных лент, и тут обнаруживает сбой. Одна из тестовых программ для обучения операторов, случайно загруженная вместо реального боевого алгоритма, имитировала настоящий массированный ядерный удар. Холодный пот выступает на лбу у старшего инженера. Если сейчас не остановить автоматическую передачу следующего подтверждения, центральная система управления выдаст приказ на запуск ракет. Секунды тикают, телефоны штабов Puget Sound и Омахи уже получают из НОРАД закодированную фразу о подтвержденной атаке. Начинают запускаться протоколы эвакуации правительственных лиц, а в Вашингтоне сотрудники Белого дома запрашивают код черного чемодана, портфеля для экстренного принятия решения о применении ядерного оружия.
Только молниеносное вмешательство молодого оператора, случайно заметившего исчезновение рукописного признака, буквенных меток боевого режима на тестовых данных, спасает ситуацию. Он блокирует дальнейшую рассылку тревожных сообщений, вызвав технического супервайзера на второй уровень проверки. В течение минуты по всей системе включается ручной режим проверки. По экстренной связи проходят доклады. Ни один спутник разведки не подтвердил реального пуска. Советские радиосигналы не зафиксировали подготовки к удару, а все стратегические объекты в СССР молчат. Дежурный генерал останавливает процедуру запуска кодов, а команды аварийного реагирования получают приказ срочно отменить боевую тревогу. Пока в лаборатории на 6-м уровне команды инженеров выясняют причину сбоя, на самом деле виновата была обычная магнитная лента, случайно вставленная в центральный блок вместо оперативных боевых данных. Президентская команда готовилась уже к публичному обращению и эвакуации первых лиц государства. В течение пары часов расследование приводит к невероятной развязке. Причиной почти начавшейся войны стала не атака, не шпион, не кибервзлом, а случайная учебная программа, которую по ошибке запустили вместо настоящей. Этот инцидент навсегда изменил систему проверки тревожных сообщений в НОРАД. Теперь каждую тревогу дублируют не менее чем на 3 независимых каналах, а сами программы разделяют физически. Официальный доклад распределили только среди высшего командования и президента, подробности оставили под грифом «секретно». Обычные жители Америки и соседней Канады не узнали, что в их судьбе решающую роль сыграла старая магнитная лента и одна опечатка техника в ночную смену. Только несколько строчек в архиве говорили о том, что Северная Америка в одну ночь оказалась на грани исчезновения, и было нужно всего 12 секунд, чтобы мир навсегда изменился. Пока в ангаре НОРАД медленно гасли последние тревожные лампы, на другом конце планеты уже начинался новый эксперимент, где компьютеры, напичканные искусственным интеллектом, едва не вывели все человечество на тропу, с которой нет возврата. В середине 80-х Советский Союз разрабатывал автоматизированную систему раннего предупреждения о ядерном нападении. Проект получил название «Венера», и за массивными бетонными стенами секретных военных баз шли круглосуточные испытания. Система должна была отслеживать тысячи объектов в небе над Евразией, мгновенно определять траектории ракет, сводить к минимуму человеческий фактор и, если потребуется, принять решение за человека, запустить ответный ядерный удар. В ночь с 3 на 4 июня 1984 года подмосковный командный центр напоминал улей. На экранах мигали цепочки цифр, сотни сотрудников следили за алгоритмами, а на столах дежурных офицеров лежали пломбы-контейнеры с кодами запуска. Примерно в 2 часа 30 минут ночи система «Венера» внезапно зафиксировала сразу 27 предполагаемых стартов баллистических ракет со стороны Северной Америки. Спутники подтверждали, по телеметрии все выглядело максимально реалистично. По внутреннему регламенту автоматический протокол запуска ответа включался после проверки 2 независимых каналов. Офицеры срочно докладывали наверх: зафиксировано массовое нападение, алгоритм защиты активирован. По многолетней инструкции, если угроза подтверждается 2 или более независимыми источниками, процедура передачи кодов запуска межконтинентальных ракет переходит в автоматический режим. В этот момент на столе у начальника смены вспыхивает лампа «Статус боевой режим», а операторы уже уводят руки к панелям с кнопками активации. Вся цепочка передачи запуска разворачивается в считанные минуты, от центрального компьютера «Венера» через резервные серверы до вычислительных комплексов стратегических войск. Внутри машинного зала царила оглушающая тишина, кроме стука клавиш и настойчивого писка аварийных датчиков. Капитан технической части первым замечает аномально высокую загрузку процессоров. Он замечает, что одна из контрольных программ неожиданно зависает, а экраны начинают выкидывать ошибочные коды. Система не может связаться с 3-м внешним каналом проверки. В это же время дежурный по связи докладывает: канал 3 недоступен, передача данных невозможна. Начальник смены принимает решение: ручная перепроверка всех сигналов, обход автоматики. Буквально за 30 секунд до перехода системы «Венера» на необратимый боевой режим техническая группа выявляет: ошибка лежит не в сфере боевого нападения, а в сбое операционной системы. Оказалось, что ночью в вычислительный центр была загружена тестовая программа симуляции ракетного нападения, аналог учебного сценария, созданного для тренировки операторов.
Программа не была должным образом отделена от боевого сегмента, и при ротации серверов ее данные случайно интегрировались в основной поток сигналов. Система восприняла учебную угрозу как реальную атаку. Именно так алгоритм был спроектирован для максимальной скорости реагирования. В срочном порядке капитан блокирует автоматическую эстафету передачи кодов в стратегические части. Пока программисты выясняют причину ошибки, по параллельному каналу с военного аэродрома поступает доклад. Ни одна ракета не стартовала, внешние датчики движения объектов молчат. Через резервную линию отправляется команда «Отбой тревоги». В это время на секретных базах под Плисецком и в Сибири экипажи шахт уже получили инструкции для подготовки к запуску, а у мобильных комплексов «Пионер» заведены моторы, экипажи ждали только финальной команды. На все ушло чуть больше 3 минут. В расследовании, которое последовало сразу после инцидента, выяснилось, ни один внешний военный наблюдатель не заметил аномалии. На Западе в этот момент также фиксировали передвижения в эфире, но списали их на активность связи учебных частей. Доступ к материалам получили лишь единицы советских военных и сотрудники КГБ. В служебной записке отмечали, Венера не отличила реальную угрозу от имитации из-за отсутствия физического разделения тестового и боевого сегментов компьютеров. Были немедленно введены новые протоколы, тестовая программа теперь загружалась только при физическом отключении боевого контура, а сами коды запуска переводились в формат, несовместимый с автоматическим подтверждением в случае одной нестыковки. Подробности инцидента десятилетиями скрывали даже от командующих армиями Варшавского договора. Только в 2000-х годах несколько бывших инженеров Венеры упомянули в интервью, что человечество пережило ночь, когда его судьба зависела от, казалось бы, невинного теста для молодых операторов. На следующее утро вычислительный зал очищали от следов аварийного сброса заданий, а инженеры лично сверяли каждый блок кодов, чтобы не повторился сбой. Но едва рассосалась тревога в советских подземельях, как на другом конце света мир столкнулся с куда более ощутимой и пугающей угрозой. В самом сердце Тихого океана исчезла настоящая бомба, и никто не мог предсказать, где и как она объявится снова. Весной 1958 года, в самом разгаре Холодной войны, американский стратегический бомбардировщик Б-52 с позывным «Кипр-1» вылетел с базы в Джорджии. На борту, среди десятков ящиков и модулярного оборудования, в специальном бронеконтейнере находилась водородная бомба мощностью 1,5 мегатонн. Самолету предстояло пересечь тысячи миль над Тихим океаном и провести учебную миссию до заправки с топливным танкером КС-135. Экипаж был опытным, командир до этого уже выполнял десятки подобных полетов. Однако в этот раз все пошло иначе. Над Атлантическим побережьем начался мощный шторм, и экипаж столкнулся с турбулентностью столь сильной, что фюзеляж Би-52 начал деформироваться. Когда самолет оказался на высоте более 30 тысяч футов, с земли поступила команда поменять траекторию, уйти на точку встречи с танкером севернее. Навигационные огни едва виднелись за слоями облаков, а мощный ветер бил в крылья так, что рули заклинивало. После дозаправки возникла аварийная ситуация, давление в гидросистеме стало резко падать, и на приборке замигала красная лампочка. Экипаж попытался стабилизировать машину, но тряска усилилась, и командир понял, остается либо катапультироваться посреди ночного океана, либо сбросить часть груза. Решение пришлось принять за секунды. Для спасения команды и самой базы приказали выбросить бомбу за борт, чтобы избежать взрыва при аварийной посадке. Около 2 часов ночи дверца люка открылась, и термоядерная бомба с парашютом ушла в темноту над Тихим океаном, примерно в 150 милях к югу от острова Каваньяк. По инструкции ядерное устройство было оснащено предохранителями и не должно было взорваться без специальной активации. Однако при падении произошел частичный подрыв обычного заряда. В небе возник мощный световой всплеск, а на поверхности воды поднялся густой радиоактивный пар. Командование ВВС сразу подняло на ноги базы всего западного побережья. Началась масштабная поисковая операция. К острову Каваньяк стянули десятки кораблей ВМС и береговой охраны. Прилетел патрульный самолет РБ-57. Водолазы обследовали милю за милей, применяя самые новые на тот момент сонары и глубоководные камеры.
На брифингах для прессы официальные лица утверждали, что ситуация под контролем и опасности нет. На деле ни одна поисковая группа так и не обнаружила ни останков бомбы, ни следов радиоактивных материалов. В морских сводках этот инцидент получил название «Тихоокеанский пакет смерти», и он оказался лишь первым из целой серии схожих ЧП. Менее чем через год, зимой 1959-го, другой Б-52 потерял 2 водородные бомбы у побережья Гринвилла, Южная Каролина, после столкновения с дозаправщиком. Здесь сработал аварийный механизм, и взрыва удалось избежать. Однако поисковые команды из 5000 человек так и не нашли одну из бомб. По сей день она числится навсегда утраченной. Именно Тихоокеанский пакет смерти стал толчком для создания первой в истории межведомственной комиссии по контролю за стратегическим оружием вне военных баз. За внутренней перепиской последовали официальные доклады в Белый дом. Представители флота, сухопутных войск, ВВС спорили, кто должен отвечать за розыск. В засекреченных отчетах указывали, если бомба сдвинется с места и сработает взрыватель, радиус загрязнения океана будет достигать десятков миль, а смертоносное облако может накрыть Японию или Гавайи за считанные дни. Через 2 недели после происшествия на побережье одного из Алеутских островов рыбаки обнаружили обугленный металлический фрагмент, похожий на хвостовую часть боеприпаса. ФБР срочно оцепило район, вызвали группу ядерных физиков и токсикологов. После анализа выяснилось, это действительно фрагмент затонувшей бомбы, но от взрывчатого вещества не осталось и следа, вероятно, его унесло течением на 200 миль к югу. Несмотря на официальные заявления о безопасности, уровень радиации в воде на несколько недель вырос втрое относительно нормы. Морская фауна в радиусе 30 миль погибла практически полностью, а у берегов Оаху в тот же период фиксировали массовый выброс мертвой рыбы. Внутренние документы ВМС подтверждали, в Тихом океане сохранится радиоактивная зона не менее чем на 50 лет. В последующие десятилетия аналогичные инциденты фиксировались и у советских подводников, однако Тихоокеанский пакет смерти стал символом эры, когда потерянная бомба могла в любой момент всплыть на пляже или детонировать, если попадет в руки неосторожного дайвера. По сей день где-то на дне огромного океана под слоем ила и кораллов скрывается стратегическое оружие с мощностью, способной стереть с карты целый город. И пока международные комиссии продолжают поиски, в лабораториях континента уже разгорается новый кризис. На этот раз угрозу для человечества создает не металл и не уран, а совсем невидимый враг, ускользающий даже от самых строгих протоколов безопасности. Лаборатория 4-го уровня — это место, где воздух стерилен до абсолюта, а каждый шаг персонала записывается на десятки видеокамер. Здесь, в глубинах исследовательского центра под Женевой, в августе 2006 года хранили коллекцию особо опасных патогенов, от оспы до самых свежих мутаций вируса Эбола. В этот день обычный протокол нарушился. В ящике с образцами обнаружили трещину, стеклянная пробирка с вирусом Марбург была повреждена, жидкость вытекла на поддон. Обнаружив утечку, лаборант мгновенно сработал по инструкции, включил тревожную кнопку, за считанные секунды лаборатория перешла в режим полной изоляции. Автоматические двери заблокировались, фильтрация воздуха перекрыта, персонал отсоединен от внешнего мира. В соседней комнате отделения в этот момент находился биолог, который по внутреннему расписанию должен был выходить из защищенной зоны через 3 минуты. Вирус мог оказаться на его костюме, и малейшая оплошность в снятии защитного слоя грозила смертельной опасностью. Из Центра биобезопасности незамедлительно отправили сигнал тревоги в региональный эпидемиологический центр, а в здании прозвучала команда «экстренная эвакуация». Однако при быстром анализе выяснилось, система фильтрации воздуха сработала не сразу. На несколько секунд раньше датчики давления зафиксировали выброс микроскопических частиц в вентиляционный канал. В лаборатории начались часы полной изоляции. Персонал переводили в карантинные боксы, внутренние датчики следили за каждым движением. В этот момент в городе вспыхнул слух. Якобы произошел выброс неизвестного вещества, и по СМС люди получали автоматические сообщения с инструкциями не покидать квартиры. Несколько сотрудников лаборатории поздно вечером были эвакуированы в главный госпиталь Женевы с подозрением на заражение, 2 из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скорые с мигалками доставляли в изоляторы всех, кто хотя бы раз за последние сутки заходил в биолабораторию.
Пока шел анализ воздуха, группа вирусологов на каждый случай брала по паре сотен проб с рукавиц, дверей, мебели. В течение суток врачи не могли с уверенностью заявить, вирус остался внутри стерильной зоны. На всякий случай заблокировали работу аэропорта на час, а в районе лаборатории дежурили десятки полицейских автомобилей и специальных химических служб. Любой намек на выход вируса за пределы означал бы моментальный запуск международного карантина. Экспертиза показала, что концентрация вируса в воздухе за пределами стерильного бокса не достигла критической отметки, сработала система аварийной очистки. Однако сотруднику, который находился ближе всех к треснувшей пробирке, понадобилось лечение экспериментальной вакциной, разработанной всего год назад. Позже выяснилось, что причиной аварии стало нарушение температурного режима при доставке пробирок. Транспортные холодильники не выдержали заданного уровня холода, стекло ослабло и дало трещину при стандартной разгрузке. После инцидента сменили весь тип хранения образцов. Теперь каждый флакон помещают в специальные карбоновые капсулы, устойчивые к перепадам температуры и механическим воздействиям. Лаборатории уровня 4 на других континентах тоже не избежали похожих ЧП. В Мемфисе, штат Теннесси, весной 2003 года лаборант случайно проколол перчатку, работая со штаммом вируса лихорадки Эбола. Несмотря на мгновенные меры, противовирусную терапию и изоляцию сотрудника, риск заражения вспыхнул по всему отделу. За сутки госпиталь перевел на карантин еще 6 медиков, все операции по обработке материалов временно заморозили. В течение 2 недель отрабатывали каждый шаг по маршруту зараженного, чтобы на 100% исключить утечку вируса за пределы здания. В аналогичной лаборатории в пригороде Парижа осенью 2010 года проблема возникла из-за некорректной работы автоклава. Нестерилизованные контейнеры были ошибочно отправлены в общую систему утилизации, что создало риск попадания биоматериала в городскую канализацию. Экипажи санитарных служб немедленно перекрыли трубы, провели дезинфекцию и эвакуировали часть жилого квартала. Каждый раз на грани эпидемии решением становился микроскопический шанс. Вовремя сработавшая сирена, профилактическая доза вакцины, быстрая блокировка выхода. Последствия малейшей утечки патогенов могли бы стать необратимыми. Вирус, оказавшись хотя бы у одного случайного прохожего, мог за несколько дней облететь полмира через десятки аэропортов и стать началом пандемии. Специалисты по биобезопасности после таких событий вносят сотни правок в протоколы, проводят зачистки, обучают персонал действовать строго по секундомеру. Но угроза всегда рядом, и пока медицинские лаборатории закрывают один инцидент, за пределами стерильных коридоров весь цифровой мир готовится к другой атаке, где вирусом может стать уже не биологическая частица, а единица кода, способная неожиданно парализовать работу оборонительных систем целого континента. В июле 2012 года, когда весь мир готовился к обычному лету, на Солнце происходило нечто настолько необычное и мощное, что о нем спустя годы физики заговорят как о событии, который мог бы стать новым штормом Каррингтона. В ту жаркую неделю наше светило выбросило в космос 2 гигантские корональные массы. В миллиардах миль от Земли вспыхивали дуги плазмы, температура которых исчислялась в миллионах градусов по Фаренгейту. Научные спутники Стерео и Сохо, кружащие по солнечной орбите, начали регистрировать тревожные пики. Датчики фиксируют потоки заряженных частиц, мощность которых зашкаливает за все предыдущие 20 лет наблюдений. Первая корональная масса с грохотом ушла в космос, но всего через 15 минут раздался второй, еще более сильный выброс, и теперь гигантская волна плазмы уверенно неслась прямо на орбиту Земли. Человечество не подозревало, что буквально через 2 дня в шаге от нашей планеты пролетит нечто, способное полностью выключить электричество во всех крупных городах мира. Научные лаборатории НАСА и Японского космического агентства изначально не придали значения аномальному сигналу, но к концу суток стало ясно, 2 массы плазмы буквально объединились, усилив друг друга. Такая синхронизация означала, если бы траектория сместилась всего на 0,01 градуса, ведущие города Европы, Америки и Азии остались бы без света, без связи, без даже базовой возможности вызвать скорую или пожарную службу. В архиве Международного агентства воздушной безопасности зафиксировано: 23 июля 2012 года колоссальный поток солнечной плазмы пронесся по пустому участку земной орбиты, всего через 9 дней здесь находилась бы сама Земля. Тех, кто находился на спутниках, предупреждали отключить аппаратуру и перейти на аварийные аккумуляторы.
Крупнейшие телекоммуникационные компании США получили секретное предупреждение. Ожидается возможное нарушение сигналов связи, приготовьтесь к тотальному сбою GPS и авиационной навигации. Внутренние протоколы Google и Facebook распорядились срочно архивировать все ключевые серверы, а авиакомпании переводили рейсы над Тихим и Атлантическим океаном в ручной режим навигации. Специалисты НАСА заявили, если бы выброс пришелся прямо на Землю, он бы вызвал электромагнитную бурю такой силы, что в течение нескольких секунд трансформаторные подстанции в Пенсильвании, Техасе и даже Калифорнии заполыхали бы как новогодние гирлянды. Электрические сети перегрелись бы, вышли из строя основные магистральные линии, подземные кабели в Нью-Йорке и Лондоне превратились бы в источники пожаров. По оценкам Управления по чрезвычайным ситуациям США, полное восстановление энергосистемы заняло бы не недели и даже не месяцы, а до 10 лет. Без электричества останавливаются водоканалы, насосные станции, мобильная связь и банковские транзакции. Миллионы людей по всему миру остались бы без доступа к питьевой воде, теплу и городскому транспорту. Любопытный факт. После публикации доклада НАСА в августе 2013 года выяснилось, что мощность этого выброса была сравнима с штормом Каррингтона, колоссальным солнечным взрывом XIX века, который тогда вывел из строя телеграфные линии по всей Европе и Америке. Разница была лишь в масштабе. В 21 веке мир более зависим от электроники, а электрические подстанции проектируются так, что работают с минимальным запасом. Уже через 30 секунд после удара многие спутники перестали бы отвечать на команды. Исчезновение интернета стало бы только началом настоящей катастрофы. Между тем, на Международной космической станции астронавты в экстренном порядке переходили на автономную систему жизнеобеспечения. Каждый лишний импульс мог прожечь плату в двигателях коррекции орбиты. Все научные приборы и телескопы за пределами Земли были переведены в режим сна. Только спустя 2 дня службы слежения официально подтвердили, выброс прошел мимо, но если бы Земля находилась на орбите чуть раньше или позже, удар пришелся бы в полную силу. В секретных протоколах Министерства энергетики США появилась пометка: нужно немедленно строить защиту для трансформаторов, усилить дублирующие кабели и создать специальные блоки резервного питания для госпиталей. Уже через полгода по всей стране прошли учения по сценарию внезапного обрыва электроснабжения из-за солнечной бури, а команды энергетиков внедряли новые протоколы экстренного отключения линий. Мир избежал глобальной катастрофы буквально на волоске. Всего несколько дней, и сотые доли градуса по орбите. И события июля 2012 года повторили бы сценарий самого масштабного техногенного апокалипсиса в истории. Но пока жители мегаполисов спокойно смотрели телевизор и листали новостные ленты, где-то за пределами Солнечной системы солнечная буря на миллиарды долларов пролетела мимо, оставив на Земле только тревожные графики и новые экстренные инструкции для будущих поколений. А за стенами электростанций и центров связи в этот момент начало разворачиваться не менее масштабное испытание. На этот раз не космического, а сугубо земного происхождения, когда в один момент черный экран мог стать сигналом для совершенно другой катастрофы. Пятница, 29 ноября 2013 года. Для миллионов людей в Соединенных Штатах этот день начинался с ранних очередей у магазинов, скидок, суеты и праздничной песни в наушниках. Однако уже в 6 часов утра, когда мегаполисы на восточном побережье только-только просыпались, операторы сетей электроснабжения замечают аномальные скачки напряжения в ряде крупных магистральных линий. В диспетчерской компании PJM Interconnection, крупнейшего оператора энергосетей на Востоке, на мониторах начинает расти тревожная диаграмма. Напряжение в одной из ключевых линий между Питтсбургом и Филадельфией увеличивается вдвое за считанные секунды. На втором этаже центра в Пенсильвании загораются красные лампы. По протоколу это сигнал о перегреве трансформаторов. Дежурные техники отправляют команду на срочное расщепление нагрузки, переключая ток на резервные линии. Но реакции нет. Управляющая автоматика зависает, второй блок управления не отвечает, гудки аварийной связи становятся все громче. Параллельно в диспетчерской Нью-Йорка фиксируется нечто похожее. На южном входе мегаполиса в районе Квинса отключается сразу 6 подстанций. В пожарные отделения поступают сигналы, короткое замыкание, возгорание распределительных щитов. За 15 минут более 80 тысяч домов в Бруклине, Стейтен-Айленде и частично Манхэттене остаются без электричества. Метро останавливается в тоннелях, диспетчеры экстренно выводят поезда на аварийные пути.
На центральной автостанции в это же время в 20 автобусах отключается система электронных дверей, десятки пассажиров оказываются заблокированы внутри. Тем временем в Атланте, на юге страны, на крупнейшей электростанции компании Georgia Power внезапно происходит сбой. Выбивает главный трансформатор, раздается глухой хлопок, техника в диспетчерской гаснет, сирены оповещают о внутреннем пожаре. Дежурный инженер бросается к аварийному рубильнику, чтобы вручную отключить питание, но оказывается, что защитная система не работает. Из-за перегрузки цифровое реле вышло из строя еще 7 минут назад. По инструкции тут же запускают дизельные генераторы для поддержания жизненно важных объектов, но топливные баки оказываются пусты. Несколько больниц в районе Питтсбурга переводятся на автономное питание, однако один из резервных генераторов отказывается запускаться, и медперсоналу приходится вручную приводить в действие насосы для аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока аварийные службы пытаются локализовать очаги сбоев, инженеры начинают расследование. Сотрудники компании National Grid срочно проводят перекрестную диагностику. Выясняется, что первопричина не в повреждении кабеля и не в погодных условиях. На центральном сервере фиксируется массовый сбой в работе SCADA-системы управления электросетями. Десятки управляющих модулей одновременно начали отправлять ложные команды на включение и отключение линий. В то же время в Калифорнии, где до этого день проходил спокойно, на подстанции в Сан-Хосе внезапно срабатывают датчики отключения. Станция отправляет сигнал о полной перезагрузке сети, но автоматизированная система управления не отвечает. Диспетчер не может вручную восстановить линию. На экране только черный квадрат и зловещий индикатор Net Lost. В течение 20 минут перебои в электроснабжении фиксируются уже на 20% территории восточного побережья. Автоматизированная телефонная система службы спасения 911 в Бостоне принимает почти в 4 раза больше звонков, чем обычно. По всему Нью-Йорку отключаются светофоры, транспортные потоки в сотнях перекрестков застывают. В крупных супермаркетах сотрудники вынуждены вручную закрывать кассы и выдавать товары по старым накладным. Электронные системы оплаты полностью недоступны. В Вашингтоне, где строится новый дата-центр Министерства внутренней безопасности, вся серверная комната уходит в аварийный режим. Главный инженер поднимает тревогу. На мобильные телефоны сотрудников поступают СМС о возможной кибератаке или массовом аппаратном сбое. Из Пентагона на объекты электроснабжения поступает команда отключить подачу питания на внешние каналы, перейти на физический обход всех автоматических устройств. Бригады энергетиков разбредаются по станциям, вручную перезапуская каждую линию. Пока аварийные службы трудятся, сотни миллионов долларов теряются в розничной торговле из-за остановки продаж. В крупнейших городах люди застревают в лифтах, на автомагистралях образуются многомильные пробки, а уровень преступности за несколько часов возрастает вдвое. Еще несколько часов, и продовольственные склады начинают терять охлажденную продукцию, а на бензоколонках закрывают все колонки из-за невозможности оплаты. Расследование масштабного сбоя ведут одновременно ФБР, Агентство по кибербезопасности и Управление по чрезвычайным ситуациям. Вскоре выясняется, в программном обеспечении SCADA-системы имелась уязвимость, позволившая из-за сбоя в одном из апдейтов вызвать цепную реакцию ложных команд по всей сети. Не найдено ни одного признака внешнего вмешательства, только человеческая ошибка при разработке очередного программного патча, выпущенного к началу сезона праздничных распродаж. По итогам «Черной пятницы» 2013 года энергетики и IT специалисты получают срочное задание — пересмотреть каждый модуль управления, внедрить тройную защиту на передачу аварийных команд и разработать ручные инструкции для всех электростанций, включая возможность полного перехода на аналоговый режим управления. Только спустя сутки энергетика восточного побережья возвращается к рабочему ритму. Однако даже после устранения последствий в памяти инженеров и диспетчеров остается нестерпимый страх, что теперь перебои могут возникнуть внезапно, без видимых причин, и вся цивилизация снова окажется на грани блэкаута. Следующий случай оказался еще опаснее. В темных отсеках подводной лодки, прямо под толщей холодной воды, одна ошибка едва не стала последним кодом для всего человечества. Весна 1986 года, Северная Атлантика. На глубине более 1000 футов идет боевая служба. Советская атомная подводная лодка класса «Дельта» несет патрулирование. На борту 16 баллистических ракет, каждая с ядерной боеголовкой, которых достаточно, чтобы стереть с карты половину континента.
Мало кто знает, что именно здесь, в металлическом нутре длиной почти 400 футов, за бронированными гермодверями однажды буквально за пару минут все балансировало между миром и катастрофой. Поздний вечер. В центральном командном отсеке тусклый свет, дежурный офицер носит на шинели пломбу с кодами запуска. Вахтенный радист получает зашифрованный сигнал, по стандартной процедуре начинается проверка на подлинность, сверяются контрольные коды, сверяются подписи на лентах. Однако на этот раз не все идет по привычному протоколу. Радар за бортом фиксирует неизвестный шум в эфире, а на экране системы боевого управления загорается предупреждение о движении на северо-востоке. В этот же момент приходит команда от центра проверить линии связи и перевести главный блок управления в режим полной боевой готовности. На подводные лодки включаются автоматические реле, выдвигаются антенны, экипаж переходит к командным панелям. Операторы получают пакет «Срочно проверить канал гамма», дождаться подтверждающего кода. Некоторые смотрят друг на друга. Изоляция полная, внешних приказов не поступало несколько месяцев. В кабине командира морской трибунал. Он вскрывает сейф с красной инструкцией, проверяет секретные коды и подзывает офицера-переводчика. Для подтверждения данных требуется двойная верификация. В это время начинается сбой. На второй панели система выдает сигнал нештатного режима. Ошибка во взаимодействии с наземным пунктом управления. Мгновенно срабатывает резервная цепь. Код подтверждения не проходит, но один из цифровых модулей, отвечающих за активацию ракетоносителей, срабатывает автоматически. Прямо в центральном блоке запуска загорается лампа «Готовность к открытию шахт». Экипаж переходит к панели ручного контроля, дежурный по запуску уже держит наготове ключ, чтобы ввести следующий этап кодов в систему. В эти же минуты на уровне аппаратного отсека один из младших офицеров замечает, что внутренний модуль управления неправильно реагирует на входящий сигнал. Фигурирует код 24.2, что по инструкции означает ложный запуск учебной тревоги, но в этот раз учебного предупреждения не было. По параллельному внутреннему каналу идет второе сообщение от центра, игнорировать предыдущее, ожидать проверочного пакета. Нервная команда стрелков останавливает запуск за секунды до ввода финального кода в системный блок. Командир требует полную перепроверку всех полученных данных, а инженер по связи вручную переключает все модули на резервное питание, чтобы остановить автоматическую передачу оставшихся сигналов. В этот момент система подачи давления к шахтам переходит на холостой ход, один неверный клик, и крышки люков бы сдвинулись. Пока внутри отсека кипит напряженная работа, на другом конце лодки связь теряется с одной из аккумуляторных станций. Электроника, отвечающая за безопасность пуска, выдает ошибку «сбой синхронизации». Внутри командного блока советский капитан требует немедленно проверить механизмы блокировки. Офицеры вручную выходят в торпедный отсек, где по инструкции должна быть резервная панель аварийного отключения. Здесь возникает второй критический момент. На защитном контейнере не срабатывает электронный замок. Времени на раздумья нет. Еще пара минут, и система снова переходит в автоматический режим запуска. Параллельно приходит доклад от главного инженера. Есть подозрение на неправильную первичную активацию программного обеспечения, связанного с боевым модулем. На короткой волне пытаются связаться с берегом без ответа. Все решения теперь принимаются полностью автономно внутри лодки. Командир отдает приказ перейти на режим ручной блокировки. Командный ключ вынимают из панели и блокируют дальнейший запуск ракет на аппаратном уровне. Только после этого боевое напряжение начинает спадать. Когда спустя 30 минут на борт наконец поступает новый пакет связи, выясняется, из-за сбоя в системе передачи данных с военного центра и наложения текучки служебных каналов ошибка вызвала ложное срабатывание боевой цепочки. В центральных архивах происшествие фиксируют как опасность ложного старта, а на флоте пересматривают всю логику резервных протоколов. Официально инцидент остается под грифом особой секретности, но среди офицеров подлодки с тех пор ходит нелицеприятная кличка — «Последний код». Всего одна ошибка, несколько случайных нажатий, и из-под воды мог стартовать смертоносный залп с ядерными боеголовками, о котором никто не узнал бы до того, как первые вспышки не осветят небо над городами. Позже исследователи выясняют, из-за устаревшего программного обеспечения и несовместимости новых цифровых модулей с оборудованием подлодки система могла принять почти любой искаженный сигнал за приказ к боевому запуску, если цепочка подтверждений прошла хотя бы частично. Внутреннее расследование выявляет еще десятки подобных уязвимостей. Все правила экстренно меняют,
оборудование модернизируют, а коды доступа теперь выводят на дополнительный внешний модуль, изолированный от главной системы. Но в тот вечер только слаженная работа экипажа и стремительное ручное вмешательство позволили остановить процесс в последний момент. Никто из ближайших союзников и противников не узнал, насколько реальной была угроза, и насколько близко в темной глубине холодной воды человечество оказалось от последнего необратимого шага к собственной гибели.